Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня на канале Лес Сад Огород грандиозная работа кипит. Мы квасим или солим помидоры. Помидоры, прежде чем заквасить, нужно разделить по сортам. Спелые, вот, зеленые, бурые, есть молочно-восковой зрелости. И различное количество соли для различной зрелости томатов. Вот я беру вот такие, чтобы они были бурые, вот видите, вот. И главное, чтобы они были не лопнувшие, целые. У нас на канале уже, кстати, есть рецепт охрененных квашеных помидор, где мы квасили помидоры вот с солью. Можете посмотреть, Ваня, оставишь ссылочку. Вот такие вот не подходят. А сегодня я буду делать по рецепту Марии. Мария, тебе огромный привет в Днепро из Одесской области. Очень понравился. Я один бутыль сделала. Мы попробовали, нам очень понравились такие помидоры. И в конце видео я вот покажу тот бутыль. И мы попробуем. А сейчас переберем все томаты вот по зрелости. Я выбираю вот такие вот бурые. Розовые помидоры, вот микадо, бычье сердце, они не подходят, потому что они становятся как каша мягкими, поэтому мы оставим их на салатике или на аджику, пусть дозревают. Друзья, после того, как мы отобрали неповрежденные целые вот такие недозревшие томаты, мы помыли в одной водичке, затем поменяли воду, помыли второй раз хорошенько, вот чтобы не было никакой земли, никакой грязи. Вот, тут что-то отбраковать. Отбракованные, поврежденные мы в сторонку, будем что-то другое из них делать. Вот теперь вот все вот эти помидорки дадим, вот чтобы водичка стекла, они немножко подсохли. Вот еще одно ведерко возьмем сейчас, вот так выберем, и пусть водичка стекает. Наши помидоры обсохнут немножко, я сделаю солевой раствор. Вот смотрите, соль я взяла каменную, не йодированную, не экстру, обычную каменную соль. Она бывает немножко грязная, поэтому мы высыпаем, перемешаем хорошо и дадим, чтобы вот эта грязь, вот видите, вот попадает, чтобы она отстоялась на дне. Все, друзья, мы солевой раствор сделали, он отстаивается. Теперь вот помидорки наши уже подсохли немножко, стекла водичка. Теперь я добавляю зелень. Я сюда добавила укроп, петрушку, пару листиков малины, затем вот веточку, прям вот так, вишневые ветки. Всю зелень я помыла. Вишневые ветки с листиками. А хрен? Вот корень хрена. Вот так разрежем его. Листик хрена. О, вот это самое главное. Да, затем возьмем вот так, я знаю сколько, вот так вот достаточно нам будет перчика острого. Оставь еще один, ничего страшного. Чесночка, а сверху еще. Чеснок возьму зубчиков 4-5. Вот. И еще у меня там где-то были листья смородины. Ох, август, мухи кусаются. Так, все, листья смородины. И теперь будем вот наполнять нашими помидорками. Вот половину ведерка мы наполнили. Ведро у меня на 10 литров. Это ведро от селедки. Не думайте брать от стройматериалов, от красок различных водоэмульсионных. Это ведро от селедки, от тюльки, вот с продуктового магазина. Еще опять добавляю немножко перчика. Пару зубков чесночка еще добавляю. Опять листик малины, листик вишни. Сюда еще добавлю болгарского перца для аромата. Вот. Вот так. Даже чуть-чуть можно еще и хрена. Хрен лишним не бывает. И опять продолжаем наполнять наше ведро. Ну вот опять мы припудриваем наши помидорки своими любимыми травками, специями, чесночком, кому что нравится, какие травки. Вот, добавляем опять же укропчика, веточку, вот, петрушечки, веточку, вишеньки. Вишеньки сюда можно побольше, вот так.
еще перчик вот такой. Его можно через 3 дня взять и скушать. Потому что мы 3 дня будем где-то ферментировать. Вот. Малинки. Сверху Во-во-во-во-во. хрен. Во-во-во. Вот так. И смотрите, вот теперь наш рассол, он у нас отстоялся, соль, грязь вся из соли осела, осадок, не скажу грязь, но осадок. Теперь мы рассол перельем аккуратненько вот в это ведро. Предварительно мы в это ведро насыпаем из расчета 1 столовая ложка на 1 литр воды сахара. Это по рецепту Марии Козырь. Спасибо огромное. Так, 5 уже, да? Да. Я заговорилась. Все, 5. Получаются они как газированные, такие резкие. Спасибо за совет. Очень вкусные. Наливаем 5 литров водички. Вот. И хорошенько сахар перемешаем. Перемешиваем сахар хорошо в нашем рассоле. И будем заливать в ведро. Ой-ой-ой, наполняем. Ветер, ветер. Ты могуч. Да, наполняем вот наше ведро нашим рассолом с сахаром. Вот смотри, какой ветер. Вот еще немножко надо будет. Тютелька в тютельку. Ну, еще 1 литр. Да куда Нет, литр? Вон нет. тютелька в тютельку. А, да, все. Теперь прикрываем, друзья, крышкой. Вот так. Но не закрываем герметично. Где-то в теплом помещении 2-3 дня наши помидорки должны ферментироваться, прокваситься. Но наши родители когда-то в больших бочках квасили, и они сразу, вот не будут же они бочку выносить на тепло, они сразу в подвале квасили, заквашивали, оставляли. И поэтому помидоры где-то почти месяц квасились. Но зато к зиме они как раз доходили, были хорошие. Если оставить в теплом помещении на дня 3, то раньше можно уже будет кушать. Вот. Друзья, на зеленые помидоры, если квасите, то нужно 6% раствор соли. А вот на эти помидоры я поставила 7% раствор соли. Это 70 грамм на 1 литр воды или 700 грамм на 10 литров воды. Потому что добавила еще сахар, и вот с сахаром и 7% раствором соли получается как раз хороший вкус, и они не перекисают. А если у вас нет холодного помещения, нет подвала, то сделайте даже 8% раствор соли на спелые красные помидоры, а на зеленые 6-7%, плюс 1%, если не в холодном помещении. А теперь попробуем вот те помидоры, которые я заквасила раньше, они уже проквасились, прокисли. Сейчас я их вот так накрывала сеточкой, ну, чтобы они хорошо проквасились. Не надо герметично закрывать, потому что выделяется углекислый газ, и они могут задохнуться, и будет неприятный запах. Накрывайте или вот так ситечком, или вот такой вот с дырочкой крышкой, пока они не проферментируются. И теперь вот это, друзья, объедения с сахаром мне очень понравились. Вот они чуть-чуть их прокусишь, и они прям, ну, объедения. Резкие, газированные, очень вкусные. Я здесь еще добавляла зерен сухой горчицы в этот бутыль. Теперь я возьму сухой горчицы 1 ложку. Я раньше добавляла сухую горчицу сразу, но теперь решила, пусть они Порошок, да? Да, пусть они прокиснут, ветер. Пусть они прокиснут, перебродят. Вот. Теперь я засыпаю вот так сверху сухой горчицы, чтобы плесень не образовывалась. Накрываю уже готовые проквашенные помидорки капроновой крышкой. И я отнесу в подвал. Вот, потому что я бы не квасила их сейчас, вот помидоры. Но так как у нас жара, и они не стоят, на огороде горят, поэтому вот сейчас мы квасим и будем относить в подвал. А если у вас нет своего огорода, и вы покупаете помидоры, нет подвала,
Тогда лучше все-таки квасить помидоры в сентябре, в конце сентября, когда уже у вас на балконе будет прохладно, потому что они в такую жару перекиснут. Мы будем хранить в холодном сейчас помещении. Ну вот, друзья, делайте вот такие помидоры. Рецепт мы укажем под видео. По ссылочке зайдете, в описании будет рецепт. До свидания, подписывайтесь. А с зелеными помидорками мы будем делать, наверное, следующий рецепт, смотрите. Будем делать фаршированные, придумаем что-нибудь. До свидания, пока. Пока.